Продолжаем рассматривать бугорки, холмы на руках человека. Сегодня мы продолжаем определять характер человека и его судьбу по холмам на ладони и планетарным линиям, которые стремятся к каждому холму. Бугорки – это подушечки у основания наших пальцев и на ребре ладони. Мы уже с вами знакомы с бугорком Аполлона Солнца, бугорком Сатурна, бугорком Юпитера, бугорком Венеры. Меркурий, как и Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – суть наиболее важные планеты. Пальчик мизинца – это пальчик Меркурия, а бугорок под этим пальчиком – это холм-бугорок Меркурия. Если холм очень выделяется, выступает, то это признак сильного влияния планеты на человека. Меркурий – это бог науки и торговли. Изящный и прекрасный Меркурий – посланник богов. Змея его кадуцея – суть эмблема великого магического агента звездного света, который, подобно этому посланнику, нисходит с небес на землю и восходит с земли на небеса. Чем прямее и длиннее пальчик Меркурия, тем честнее человек. Меркурий дает науку, разум высшего мира, хитрость, умственные способности, увлекательное красноречие, остроту мышления, способность торговли, к разумным спекуляциям, к промышленности, к изобретениям, быстроты в действии, мысли, проворство, любовь к работе, расположение к сокровенным наукам, к алхимии, ко всему, что выходит из обыденной жизни. По нему можно судить о пригодности человека к науке и коммерции. Холм Меркурия характеризует самовыражение, общение, бизнес, деньги, способности к литературе и науке, здоровье, взаимоотношения с людьми, любовь к технике. Люди с красивым бугорком Меркурия – это отличные спортсмены, предприниматели, коммерсанты, уважаемые ученые, академики, профессора. Если холм Меркурия хорошо развит, то такому человеку легко работать с компьютером, современными механизмами. Как правило, у людей, у которых доминирует бугорок Меркурия, рука практикующего человека. Хочу сказать, что человек Меркурия невысокого роста, скорее всего даже маленького, миниатюрной фигуры, очень хитрый и красноречивый. Поэтому, если у человека доминирует холм Меркурия, человек хитрый, предприимчивый, изобретательный, очень сообразительный и умный. У такого человека беспокойный, острый взгляд, овальное лицо, высокий лоб, брови не густые, но очень часто сросшиеся на переносице, потому что эти люди постоянно думают, как быть успешным в этой жизни. Очень хорошо, когда бугор Меркурия находится прямо по центру мизинца. Но это бывает не так часто. Это высшие науки, красноречие, артистические и творческие таланты. Человек с развитым бугорком Меркурия и гладкими пальцами может быть хорошим адвокатом, он будет красноречивым, с вдохновением защищать, но род его таланта будет подчинен форме пальцев. Со остроконечными он будет блистателен, с четырехугольными логичен и ясен, с лопатообразными он будет горяч и полон движений. Если пальцы длинны, он будет теряться в мелочах. Если короткие, он будет воздержан в украшениях. Чрезмерность бугорка Меркурия говорит также о том, что Меркурий также и бог воров. И чрезмерность бугорка Меркурия дает наклонность к воровству, к лукавству, к лжи, постыдному ажиотажу, к банкротству, потерю кредита и притязательное невежество, измену. Очень развитый бугорок Меркурия, и вы полагаете, что перед вами ученый человек, а это также предатель и при надобности вор. Перед вами хитрый мошенник. Очень развитый бугорок Меркурия –
это предательство и воровство. Если бугорок Меркурия склоняется к наружу руки перкуции, это положительная сторона, торговля, промышленность. Если он чрезмерен, это предательство. Если бугорок Меркурия склоняется к бугорку Аполлона Солнца, то этим выражается жажда знаний в соединении с проницательностью. Если холм Меркурия, сдвинутый к холму Солнца, можно понять как науку на службе у искусства и как искусство, окрашенное научной методологией. Это дает науку и красноречие. Человек в момент кризиса мобилизует все свои силы и свою отвагу и побеждает. Он по-философски и с юмором относится к жизни и смехом снимает грусть со своей души. Если бугорок Меркурия склоняется к Луне, он несет энергию воображения. Сближенный с бугорком Меркурия бугорок Марса придает энергию в том, что зависит от Меркурия, особенно в красноречии и поэтическом жанре. В случае зловредных наклонностей означает возбудимость, нервозность, нехватку сосредоточенности, хитрость и обман в бизнесе. При плохом бугорке Меркурия человек будет с преступными наклонностями, мошенником и вором. Особенно если пальчик-мизинец коротенький и еще скрюченный. Когда холм Меркурия недоразвит, то человек может быть болезненно чувствительным, неспособным выразить себя, с отсутствием деловой хватки. Отсутствие бугорка Меркурия – это недостаток способности ко всему, что наука или торговля. Жизнь такого человека отрицательная. Полный и гладкий бугорок Меркурия – это разум, проницательность. Плоский, без морщин бугорок Меркурия – никакой наклонности к науке. А теперь давайте посмотрим, как же на бугорок Меркурия влияют черты и линии на нем. Вместе с линией бугорок Меркурия – это удача в обогащении. Бугорок Меркурия сильно исчерченный – это дурное влияние Меркурия, наклонность к воровству. Много линий на бугорке Меркурия указывают на человека лукавого, ибо это множество линий открывает слишком большую стремительность планетарной жидкости. Горизонтальные линии на ребре ладони бугорка Меркурия показывают кармических партнеров. Длина линии указывает на силу любовной привязанности, интенсивность и значимость связей. А конец линии показывает, каким в итоге будет союз – успешным или закончится разочарованием. Это могут быть официальные союзы, гражданские браки, длительные союзы. Линии брака на ребре ладони показывают самых значимых и кармических партнеров в жизни. Это могут быть как просто длительные отношения, так и официальные союзы. Длина этих линий указывает на силу любовных привязанностей и влияние партнера. В соответствии, если эта линия имеет наклон вниз, это указывает на расставание, а также это знак сильного разочарования в партнере от поступков и отношений. Если на конце эта линия раздваивается наподобие вилки, это предостерегает о сильных разногласиях с партнером практически во всем, что может стать причиной расставания. Если линия брака поднимается вверх, это хороший знак, так как вверху мир божественный. И такой партнер окажет положительное влияние во время союза в целом и будет вызывать чувство гордости. Итак, линии брака и период разлуки, ваши самые сильные любовные привязанности, показывают именно эти горизонтальные линии на ребре ладони. Если на такой горизонтальной линии образовывается островок, это указывает на временный период разлуки, в некоторых случаях на отношения на расстоянии.
Если далее линия спускается вниз, это негативный знак, так как попытка сойтись заново закончится разочарованием в партнере. Наиболее важные отметки союзов и браков показано на ребре ладоней на холме Меркурия. В хиромантии можно также предполагать, будет ли брак или нет. Теперь о вертикальных чертах линиях на холме Меркурия под мизинцем. 3 или более вертикальных линий называют знаком самаритян или клеймо лекаря. Такие люди испытывают любовь, сострадание ко всему живому и очень часто посвящают свою жизнь и профессию, связанную с исцелением как тела, так и души. Такой знак часто встречается у докторов, медсестер, гомеопатов, психологов, ветеринаров, волонтеров, а также других профессиях, чья деятельность направлена на помощь людям. Обратная сторона этого знака заключается в том, что человек склонен жертвовать своими интересами и подавлять свои желания ради помощи другим людям и животным. На бугорке Меркурия также могут быть и знаки, которые изменяют действие самого бугорка. Самый счастливый знак на бугорке Меркурия – знак рыбы. Если на холме Меркурия под мизинцем есть такой знак рыбы, значит вы будете везунчиком в жизни. Также такой знак встречается у знаменитых людей. Знак звезда означает событие вне нашей свободной воли. Она обыкновенно находится на бугорках ладони или на линиях. Она почти всегда предсказывает опасность и во всяком случае что-либо роковое. Но также случается, что эта роковая случайность обращается в пользу того, кого только что собиралась она жестоко поразить. Иногда даже эта случайность вполне счастлива или, может быть, принести большое счастье, если сумеют воспользоваться смущением, приносимым ею в жизнь. Звезда на бугорке Меркурия – это знак денег и науки, успех с точки зрения мышления, особенно в научных изысканиях, успех благодаря качествам мышления, особенно в научных изысканиях. Это большой успех в науке и коммерческой деятельности. Звезда обещает блестящий успех в научно-исследовательской деятельности. Также с таким знаком человек будет обладать ораторским талантом и красноречием. Это проницательность, деловая хватка, возможность добиться успеха в коммерции и торговле. Также это обещательное примечание в делании денег. Жезл на бугорке Меркурия – это глубина и способность ко всем наукам. Треугольник на бугорке Меркурия указывает на способность к наукам. Это искусная политика, алхимические науки, талетрань. Треугольник приумножает ваши таланты в коммерческой деятельности, научной, ораторской и даже политической. Треугольник также указывает на возможный успех в торговле, коммерции, а также в научной деятельности, что направлено на помощь людям. Также это выделяет человека навыками красноречия, остроумия, дипломатии. Это знак мудрого человека, прекрасно владеющего словом, вплоть до публичных выступлений, поскольку треугольник на бугре Меркурия дает навыки в красноречии и дипломатии. Смело двигайтесь к созданию своего бизнеса, особенно если вы имеете сильную линию Меркурия. Четырехугольник указывает на могущество и энергию того органа, на котором он находится. Он дает здравый рассудок, правосудие, верный взгляд, холодную энергию. Квадрат на холме Меркурия защищает владельца от неудач, провалов, от материальных трудностей. Также и негативных качеств холма, таких как воровство, болтливость, хвастовство. То есть человек надежен и верен. Кресты обыкновенно не очень благоприятные знаки. Крест на данном бугорке Меркурия – это плохой знак, двуличия и лукавства, а также он говорит о склонности к воровству, расположению к клептомании.
Крест на холме Меркурия – это двуличие, воровство, обман. Человек склонен к лицемерию, к двуличию, он лжец и вор. Решетки на бугорках – это всегда препятствие и затруднение. Решетки придают бугоркам недостатки. Решетка на бугре Меркурия под мизинцем показывает склонность человека к хитрым манипуляциям, махинациям, в том числе и финансовым. Это отсутствие моральных принципов и лживость. У субъекта с таким знаком будут склонности к преступным авантюрам в будущем или уже совершенные преступления в прошлом. Решетка на холме Меркурия указывает на наклонность к расположению к воровству, к обману, к хитрости, к лжи или дурному употреблению науки. Это преступность, воровство, впадающее в склонность к грабежу и убийству. Это знак обманщика и вора. Точка под Меркурием-мизинцем – признак сердечной печали, причиненной медикам или адвокатам и могущей повредить интересам или торговле. Если инстинкты низки, эта точка на линии сердца может быть произведена чудовищной страстью к вору. Родинка на холме Меркурия, на ладони, неожиданно возникшая там родинка – это готовьтесь, что, скорее всего, вы получите неприятную для себя информацию, потому что родинки всегда негатив, или, скорее всего, вы где-то просядете в материальном плане. Потому обезопасьте себя, не берите никаких долгов, кредитов вообще, не давайте самим никому в долг. И обязательно обратите внимание на то, что происходит у вас на работе. Возможно, есть такая вероятность, что вас либо штрафанут, либо что-то недоплатят, либо вас уволят. Теперь давайте посмотрим снова на руку и поговорим с вами о линии Меркурия здоровья. Планетарная линия Меркурия начинается на холме Меркурия и идет вниз по ладони и параллельно линии Аполлона, успеха по направлению к линии жизни. И даже ее пересекать, уходить в бугор Венеры. Она может начинаться из запястья снизу ладони и пойти вверх к мизинцу на бугор Меркурия. Есть руки, на которых она отсутствует, и в этом нет ничего страшного. Лучше всего, если ее вообще нет. Линия Меркурия здоровья является очень важной на ладони и может много сказать о здоровье человека, прежде всего о здоровье нервной системы, а также о проблемах системы пищеварения, желудочно-кишечного тракта, печени, селезенки, дыхательной системы, а также о коммерческих успехах человека. Идеально прямая непрерывная линия – гарант хорошего здоровья. Она говорит о большой сопротивляемости организма и прекрасном здоровье. Чем сильнее она проявлена на ладони, тем больше зарождения и усиления болезни у субъекта, которую он копит на протяжении всей жизни. Если линия здоровья идет от основания холма Меркурия вниз и пересекается с линией жизни, это увеличение болезненности, и там, где она пересекается с линией жизни, это критическая точка, это период, когда болезнь достигнет своей кульминации. Место соединения, их встреча в любой точке – это крайне негативный знак, вне зависимости от того, как бы ни была длинна линия жизни. Это ослабление жизненных сил, деформация линии жизни, вплоть до обрыва жизненной энергии и даже смерть. Если линия Меркурия имеет расщепление, раздвоение, идет обрывками или частями, это говорит, что в первую очередь у человека проблемы с нервной системой, область пищеварения и у человека очень ослаблена, может также отказывать желудочно-кишечный тракт, печень или дыхательная система и так далее. У человека возможна язвенная болезнь. Это возможно гастриты, то есть область пищеварения нарушена и находится не в норме.
Наличие линии Меркурия обрывками или частями говорит, что субъекту важно следить за своим здоровьем, вовремя проходить обследования, принимать нужные ему меры. Также при наличии гепатической линии всегда надо помнить, что болезнь имеет накопительный эффект, а яды в любом виде действуют гораздо сильнее, и это касается наркотиков, алкоголя, сигарет, в том числе и питания. Хочу еще сказать, что острова на линии здоровья также говорят об ухудшении здоровья.